Удар возмездия по Москве. В Киеве заявляют о большом количестве законных целей в российской столице. Куда собрались бить? Покушение на Стерненко в Киеве. Последние детали стрельбы в бывшего лидера Одесского правого сектора. Немцы боятся Третьей мировой и считают конец Второй мировой войны освобождением и поражением. Какие настроения в Германии? Детали опроса. Политическое землетрясение в Белом доме. Трамп устраивает чистку. Кто нанес удар по США и чьи головы полетели с плеч? В Вашингтоне озвучили новые сроки завершения войны, когда Путина и Зеленского собираются усадить за стол переговоров. Сколько Кремль заплатил художнику Сафронову за портрет Трампа? Детали из уст самого художника. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Литва собирается прикрыть небо. Граничащая с РФ и Беларусью страна всерьез рассматривает покупку систем противовоздушной обороны дальнего радиуса действия. Об этом заявила министр обороны Литвы Шакалине. Мы запланировали в средней и долгосрочной перспективе оценить и приобрести определенные системы ПВО дальнего действия. Эта оценка действительно проводится. Детали некоторых закупок мы пока не можем разглашать. Однако, да, Литва проводит детальный анализ. Мы оцениваем определенные планы, связанные с обороной дальнего действия, и они у нас будут. Отмечу, что системы ПВО дальнего радиуса действия – это военные комплексы, предназначенные для обнаружения, перехвата и уничтожения воздушных целей на больших расстояниях, обычно превышающих 100-150 километрах, и на значительных высотах. Это, например, известные Patriot или же российские С-400. Напомню, что месяц назад Шакалине допустила размещение ядерного оружия в Литве. С учетом того, что сейчас на территории страны не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств, министр обороны заявила, что если союзники примут реальное решение относительно размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, то необходимо оценить возможности соответствующей корректировки Конституции. Американцы хотят поскорее вернуть себе деньги, которые были переданы Украине в качестве военной поддержки. Именно поэтому сделка, подписанная накануне, будет максимально быстро реализована, говорят в Белом доме. Издание «Политика» сообщает, что Украина и США подписали сразу 3 документа по соглашению о редкоземельных ресурсах, несмотря на то, что украинская сторона попросила внести некоторые изменения в последнюю минуту. В частности, авторы материала уточняют, что Украина колебалась по поводу подписания основного экономического договора и 2 технических соглашений. Зеленский заявил, что соглашение теперь отправлено в Верховную Раду на ратификацию, а вообще он считает, что это уже равноправная сделка, в которой нет ни слова о долгах, которые Украина должна вернуть США. В соглашении нет долга. Создается фонд. Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, которые помогают нам в защите. США же наоборот говорят, что сделка поможет вернуть все то, что Вашингтон отдал Украине. Давайте послушаем мнение американской стороны. Мы запланировали в средней и долгосрочной перспективе оценить и приобрести определенные системы ПВО дальнего действия. Эта оценка действительно проводится. Детали некоторых закупок мы пока не можем разглашать. Однако, да, Литва проводит детальный анализ. Мы оцениваем определенные планы, связанные с обороной дальнего действия, и они у нас будут. А какое оно дает преимущество? Какое преимущество это дает? Какое преимущество это дает цели президента? Снова, цель в том, чтобы прекратить убийство, достичь мирного урегулирования. Это, конечно, остается главной задачей. Кроме того, в Белом доме заявили, что партнерство обеспечивает экономическую долю США в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего Украины. Это была цитата. США берут еще 100 дней для того, чтобы завершить войну в Украине. Первых 100 дней президентства Трампа не хватило, равно как и не хватило суток. А ведь такое обещание республиканца было чуть ли не его главным лозунгом во время предвыборной кампании. Итак, о том, что Америка нуждается еще в 3 месяцах для урегулирования войны в Украине, а точнее для того, чтобы усадить Путина и Зеленского за один стол переговоров, заявил вице-президент США Венс. Он хотел бы привести конфликт России и Украины к прочному решению, при котором не будут умирать 5000 человек каждую неделю с обеих сторон этого конфликта. У нас есть мирное предложение, оно выдвинуто,
И мы собираемся очень усердно работать в следующие 100 дней, чтобы попытаться свести этих ребят вместе. Венс объяснил фиаско Трампа тем, что первые 100 дней были направлены на то, чтобы исправить быстрые ошибки предыдущей администрации США, а вот следующие 100 дней будут связаны с событиями, которые невозможно так быстро изменить. Венс уточняет, что и Россия, и Украина выдвинули свои условия перед подписанием сделки, и теперь дело за дипломатией, которая должна сократить ту пропасть, которая существует между Москвой и Киевом. А расстояние между двумя столицами практически 900 километров. И в Украине продолжают говорить о том, что рано или поздно по Москве прилетит. На этот раз об ударе по России высказался народный депутат Украины Юрий Павленко. Я думаю, что придет время, и мы будем бить по Красной площади. Будет ли это 9 мая или позже, но этот час наступит, потому что в Москве действительно много законных военных целей, которые принесли много бед на украинскую землю. За каждого убитого ребенка, за каждого убитого нашего гражданского, за каждого военного придет возмездие и расплата. Каждому, кто совершил военное преступление на украинской земле по отношению к украинской нации и украинским гражданам, придет отплата. Напомню, ранее я рассказывал, что в Киеве говорили, что у ВСУ есть сейчас боевая возможность ударить по Красной площади, где скоро будет проведен парад. В Кремле заявили, что парад состоится несмотря ни на что. И если в Москву дроны не летели, то в ночь с 1 на 2 мая дальнобойные БПЛА добрались до Крыма. Сообщалось о мощных взрывах в Феодосии. В это же время РФ проводила параллельную атаку по Украине. В воздушных силах Украины сообщали о взрывах в нескольких городах. Немцы боятся Третьей мировой и беспокоятся за будущее демократии. Согласно данным опроса YouGov, около 64% считают демократию в Германии под угрозой. Около 60% видят параллели между современными событиями и 1930-1940 годами, а 43% считают возможным возвращение к авторитарному правлению, похожему на нацистскую диктатуру. Кроме того, 59% боятся глобального конфликта. День окончания Второй мировой войны, 8 мая, 45% немцев называют освобождением, а 15% поражением. 27% и тем, и другим. 75% винят нацистов в разрушении Германии, а 27% союзников. Большинство граждан Германии, 67%, считают, что нацистская эпоха все еще влияет на национальную идентичность. 55% опрошенных заявили, что Германия несет особую моральную ответственность за содействие миру и международному сотрудничеству из-за своей истории, но 57% думают, что страна слишком зациклена на темных страницах своей истории. В Украине расследуют попытку убийства активиста Сергея Стерненко. Покушение на него было совершено накануне у дома, когда волонтер выходил из подъезда с охранниками СБУ и направлялся к рейндж-роверу. Женщина, которая считается подозреваемой, снимала квартиру в том же жилом комплексе, где проживает Стерненко, и следила за ним, сообщает издание «Украинская правда». Авторы материала опубликовали и видео нападения. Стрелявшую задержал один из охранников Стерненко. Сам же Стерненко говорит, что его прооперировали, пуля прошла на вылет и ничего не зацепила. Кстати, ровно 7 лет назад в этот день на меня было совершено второе покушение. Тот, кто нападал на меня по заказу Труханова, стрелял мне в затылок. Был задержан мной и неравнодушными людьми. Сейчас в тюрьме, получил 10 лет. В Украине говорят, что женщина, которая пыталась убить Стерненко, получила от спецслужб России плату на свои банковские счета. Это уроженка Одесской области, 1979 года рождения, была зарегистрирована и проживала в Киеве. Напомню, что Стерненко когда-то возглавлял Одесский центр правого сектора. В 2018 году на него было 3 покушения: 7 февраля, 1 мая и 24 мая. Во время 3-го нападения от рук Стерненко погиб нападавший Иван Кузнецов. Стерненко утверждал, что защищался, но полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве. Кроме того, 14 марта этого года в центре Одессы был застрелен 31-летний активист и волонтер Демьян Ганул. Убийство произошло среди бела дня на Александровском проспекте. Нападавший сделал контрольный выстрел в голову и скрылся. Подозреваемым оказался украинский военный, который находился в розыске за самовольное оставление части. Белый дом трясет, скандал за скандалом. О нескольких расколах в администрации Трампа за его первые 100 дней на посту пишет западная пресса. В овальном кабинете была уже не только схватка Илона Маска и Рубио.
Теперь по углам политического ринга Трамп и его советник по нацбезопасности Майк Уолтз. Несмотря на все обещания не трогать его, американский президент все-таки отказался от его услуг советника. Уолтз лишился своего места после большого скандала. В апреле он добавил в секретный закрытый чат приложения «Сигнал» главного редактора издания The Atlantic, и редактор стал участником интереснейшей дискуссии о планах ударов США по Йемену. Конечно же, журналист спустя некоторое время слил всю информацию в сеть, что стало крупнейшим ударом по нацбезопасности США. Тем не менее, Уолтса не оставили без работы, Трамп предложил ему новое место и уже подыскал ему замену. Я рад объявить, что выдвину кандидатуру Майка Уолтса на пост следующего посла Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций, служа в армии на поле боя, в Конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности. Майк Уолтс неизменно ставил интересы нашей страны на первое место. Я уверен, что он будет делать то же самое и на своей новой должности. Временно обязанности советника по национальной безопасности будет исполнять госсекретарь Марко Рубио, продолжая при этом свое эффективное руководство в Госдепартаменте. Издание «Политика» тем временем сообщало, что основным кандидатом на пост вместо Уолтса является спецпосланник Трампа Стив Уитков, который ведет переговоры с Ираном и Хамас в Газе, а также с Россией. А как бы вы поступили со своим подчиненным, который слил так много секретной информации, при этом главная его ответственность – нацбезопасность страны? Напишите в комментариях. Не получил ни копейки. Российский художник, который написал портрет Трампа, а Путин этот портрет через Уиткофа подарил американскому президенту, заявил, что отказался от денег Кремля за свою работу. Никос Сафронов говорит, что портрет, который был давно написан и пылился, увидели его старые клиенты, забрали на несколько дней, а после оказалось, что эти клиенты работают на Путина и носили холст на утверждение в Кремль. Теперь художник заявляет, что и представить не мог, что его работа станет инструментом российско-американской дипломатии. Есть надежда, я верю в это, что вот иногда важная капля, внесенная через культуру, может менять политику. Дай Бог. В любом случае, я надеюсь, что это сыграет свое какое-то значение и даст миру мир. Как считаете, может ли портрет, написанный Сафроновым, положить конец войне? За какой срок? 100 дней или 24 часа? Пишите свои варианты в комментариях. И, друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.